Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных печатных пряников на жженом сахаре. Такие пряники можно смело использовать в качестве сладкого сувенира на новогодние праздники, для друзей и родственников или просто украсить ими елку. Для начала приготовим основу наших пряников. В сотейник с толстым дном всыпаем 100 г сахара, ставим сотейник на слабый огонь и ждем, пока сахар растворится. Через некоторое время сахар начнет плавиться, и чтобы процесс шел равномерно и для перемешивания сахара, слегка потрясываем сотейник. Ни в коем случае не мешайте сахар ложкой или лопаткой, иначе могут образоваться комочки карамели, которые потом очень сложно будет растворить. Если обратиться к толковому словарю Даля, то пряником в нем называется хлебное лакомство, приготовленное на меду и патоке с добавлением пряностей. По мнению некоторых исследователей, пряники на Руси использовались еще в языческих ритуалах, а рецепт их приготовления был известен с более ранних пор. О древности пряника может также свидетельствовать описанный в словаре Даля свадебный обычай, по которому молодые на второй день свадьбы должны были идти на поклон к родителям невесты именно с пряником. Это говорит о том, что пряничная свадебная традиция своими корнями уходит вглубь веков, к самым истокам матриархата, при котором главенствующая роль отводилась именно женщине. В конце VIII века пряники готовили из равной смеси меда и ржаной муки, добавляя в нее сок ягод. Выпечка называлась медовым хлебом. Позднее в такой хлеб стали добавлять коренья и лесные травы для лучшего вкуса. После принятия христианства на Руси пряники обычно выпекали на Рождество, а забавные фигурки из теста вешали как украшение на елку. Также ими было принято обмениваться в прощенное воскресенье. Их ели на Пасху и в поминальные дни. Не обходились без них в Егоре в день и именины, а пряники в виде сердца были подарком на свадьбу молодым. Также без пряников сложно себе представить и традиционные русские ярмарки. Их по-прежнему выпекали из ржаной муки, добавляя в тесто масло, мед и пряности. В качестве начинки для пряников использовали варенье. Сверху пряник украшали белой, малиновой или золотой глазурью, выдавливая изображения цветов, волшебных птиц, рыб и сценки из жизни. На особые торжества пряники выпекали огромного размера, заливая их сверху сусальным золотом. Такое лакомство подавалось к царскому или боярскому столу. Итак, сахар полностью растворился, появился сизый дымок. Теперь необходимо аккуратно влить в сотейник 150 мл крутого кипятка. Кипяток нужно наливать очень осторожно, так как будут лететь горячие брызги и пар. Берегите руки и глаза. Теперь необходимо добавить в сотейник оставшийся сахар 150 грамм и варить на слабом огне до полного растворения сахара, периодически помешивая. В старину эта исконно русская сладость была трех видов: козульки или тетерки, печатные и вырезные пряники. Самыми древними считаются лепные пряники, козульки или тетерки, так их называют. Они появились еще во времена языческой Руси и дошли до наших дней. Сегодня такие лепные пряники являются этнографической редкостью. Традиционные фигурки козуль представляют собой коня, козу, корову, тетерку с птенцами. Образы языческой мифологии Древней Руси. В состав теста помимо грубой ржаной муки входила вода и соль. Лепили пряники руками наподобие глиняных игрушек. Когда сахар полностью растворился, добавляем в сотейник 100 грамм сливочного масла и смесь специй для пряничного теста. Я добавлю 2 чайные ложки имбиря, 1 чайную ложку корицы и пол чайной ложки мускатного ореха. Чтобы не было комочков, я просею специи через сито. Когда добавили все ингредиенты, варим смесь на слабом огне, постоянно перемешивая до полного растворения сливочного масла. Вторым видом пряников является печатный. Чтобы их изготовить, требуется пряничная доска, специальная форма для пряников. Качество и красота лакомства полностью зависели от мастера, изготавливающего эту доску. В старину таких мастеров называли знаменщиками. На пряничные доски шла липа, береза или груша. Толщина доски составляла около 5 см, а время, необходимое для сушки, превышало от 5 до 20 лет.
соблюдением особых условий нахождения ее в тени и при естественной температуре. По краям доска смазывалась воском или смолой. Затем на подготовленную таким образом основу мастера-резчики наносили рисунок. Когда масло полностью растворится, снимаем сотейник с огня и остужаем. Для удобства я перелью сахарную смесь в другую емкость и в таком виде оставлю ее на подоконнике у открытого окна, для того, чтобы она быстрее остыла. Смесь должна хорошо остыть, и это очень важно. Если смесь будет теплая, то муки она в себя возьмет гораздо больше, и тесто станет тугое, и при выпечке пряники будут трескаться. Хорошо остывшей сахарной смеси частями просеиваем 450 грамм муки с добавлением 1/3 чайной ложки соды и замешиваем мягкое эластичное тесто. Не стоит добавлять муки больше, иначе тесто получится слишком тугим. Об этом я уже говорила. Сначала тесто я буду замешивать при помощи кулинарной лопатки, а затем вымешу его руками. И, наконец, третий вид пряников – это силуэтные или вырезные. Сейчас стало очень распространенное название таких пряников – расписные. Технология изготовления таких изделий заключается в вырезании ножом либо металлической формой фигурки из раскатанного теста. Впервые вырезные пряники были упомянуты в 1850 году. В 17-19 веках пряничное дело стало распространенным народным промыслом. Каждая область славилась своими изделиями и рецептами теста, секрет приготовления которого тщательно хранился и передавался от отца к сыну. Мастеров, которые были заняты пряничным делом, называли пряничниками. Особенно прославленным в это время стало пряничное производство в таких городах, как Тула, Вологда, Архангельск, Тверь и, конечно же, Москва. Сегодня, сохраняя вековые традиции, пряники изготавливаются вручную, тесто для них готовится по специальной рецептуре с использованием орнаментных досок. Вот такое мягкое, эластичное, не липнувшее к рукам тесто у нас получилось. Готовое тесто заворачиваем в полиэтиленовый пакет. Тесто можно оставить на 15-20 минут на столе, для того, чтобы оно отдохнуло, или убрать в холодильник. Кстати, такое тесто может храниться в морозилке до полугода. И в любое время его можно достать, разморозить и напечь красивых, вкусных пряников. Когда тесто отдохнуло, вынимаем его из пакета и приступаем к формованию пряников. Формовать пряники я буду вот в таких деревянных досках для резных пряников компании Текстура. Данные доски изготовлены из натурального бука, и каждая доска – это ручная работа. С такими досками у каждой хозяйки получатся безумно красивые пряники и печеньки, без особого труда и каких-либо навыков. Перед первым применением эти доски необходимо помыть теплой водой и вытереть насухо полотенцем. Использовать их только после полного высыхания, а после приготовления пряников необходимо удалить остатки теста и муки с помощью сухой щетки, при необходимости промыть водой и вытереть насухо, и стараться сократить до минимума контакты с водой. Такие доски нельзя мыть в посудомоечной воде и ни в коем случае замачивать. От долгого контакта с водой дерево приходит в негодность. Хранить такие доски необходимо в хорошо проветриваемом помещении вдали от обогревательных приборов. Подготовленные доски хорошо припыляем мукой, лишнюю муку стряхиваем, отщипываем небольшой кусочек теста и слегка раскатываем его на столе скалкой толщиной около 0,5 см. После чего заполняем тестом доску, хорошо прижимаем пальцем для того, чтобы рисунок хорошо отпечатался. Края теста, если они вышли далеко за пределы рисунка, можно отщипнуть, а можно подвернуть к центру и слегка прикатать скалкой. Печатные пряники родом из Тульской губернии. Тулики делали их на специальной доске, печатали по рисунку, вырезанную мастером-знаменщиком. По традиционно прямоугольному пряничному изделию шла узнаваемая надпись. Похожие заварные пряники делали вяземские мастера, но их изделия были очень маленькие. Когда форма полностью заполнена тестом, поддеваем тесто с одного края, переворачиваем, и наш пряник хорошо отделяется от формы. Для того, чтобы определить, какое количество теста нам понадобится для той или иной формы, заполняем форму тестом, после чего взвешиваем получившийся пряник. Например, на пряник в форме шишки мне понадобилось 50 грамм теста. Заготовки наших будущих пряников перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой или силиконовым ковриком, и отправляем в разогретую до 230 градусов духовку на 3 минуты. После чего открываем дверцу духового шкафа, выпускаем жар и снижаем температуру до 170 градусов. И при этой температуре выпекаем пряники 10 минут.
Пока выпекаются пряники в виде шишки, займемся пряником, который называется благородный олень. Так же, как и в предыдущий раз, отщипываем кусочек теста, слегка раскатываем его, заполняем им форму, после чего извлекаем отпечатанный пряник и взвешиваем. Теперь мы знаем, что для приготовления и этого пряника нам потребуется 50 грамм теста. Пряник получается очень красивый, все детали хорошо пропечатываются. Заготовки выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой или силиконовым ковриком, и ждем, пока освободится наша духовка. Пока мы занимались формовкой пряником с оленями, наши шишки испеклись. Вынимаем противень из духовки, перекладываем на решетку для того, чтобы они хорошо остыли. И не теряя времени, отправляем противень с оленями выпекаться. Выпекаем мы их сначала 3 минуты при температуре 230 градусов, а затем убавляем температуру до 170 и выпекаем 10 минут. Тем временем приступаем к формовке следующего пряника, и этот пряник будет с начинкой. Хочу отметить, что на изготовление пряника с начинкой нам понадобится на 10 грамм меньше теста, чем для приготовления пряника без начинки. Отщипываем кусочек теста подходящего объема, делим этот кусок теста на 2 части, примерно на 2/3 или 1/3. Раскатываем один кусочек теста толщиной 0,5 см. Кладем его в форму, припыленную мукой, и хорошо прижимаем пальцами, так чтобы рисунок хорошо отпечатался. Затем выкладываем начинку и равномерно распределяем ее по всей поверхности. В качестве начинки можно использовать джем, мармелад, орехи, вареную сгущенку или шоколадную пасту. Я использую в качестве начинки малиновый джем. Слишком много начинки не кладите. При выпекании она закипит, пряник может лопнуть и начинка вытечет. Затем раскатываем второй кусочек теста толщиной 0,5 см, накрываем этим пластом форму и хорошо защипываем края теста между собой. Если слой теста длинноват, то его можно завернуть вовнутрь и слегка прокатать скалкой. Самое главное, необходимо убрать весь воздух между слоями теста, иначе при выпечке в прянике может образоваться отверстие и начинка вытечет. Когда хорошо защипнули все края теста между собой, переворачиваем доску, и пряник легко извлекается. Посмотрите, как хорошо пропечатался рисунок. Отправляем заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. Противень с пряниками также отправляем в духовку на 3 минуты при температуре 230 градусов. Затем открываем дверцу духовки, выпускаем лишний жар и понижаем температуру до 170 градусов. Время ставлю 12 минут. На выпечку пряников с начинкой требуется немного больше времени. Готовые пряники вынимаем из духовки и отправляем остывать на решетку. Когда все пряники хорошо остынут, будем покрывать их глазурью. Для глазури нам понадобится белок 1 яйца. Перекладываем его в подходящую емкость и начинаем взбивать миксером на больших оборотах до появления устойчивых пиков. Постепенно в процессе взбивания добавляя сахарную пудру 5 столовых ложек. Затем необходимо добавить 1 чайную ложку лимонного сока. Масса должна побелеть и увеличиться в объеме. Если вы не хотите покрывать пряники белковой глазурью, то можно приготовить сахарную глазурь. Смешать 100 грамм сахара и 40 грамм воды в кастрюле с толстым дном, довести до кипения, и как только на поверхности появятся пузырьки, убавить огонь на минимум, включить секундомер и через 60 секунд убрать кастрюлю с огня. Должен получиться негустой прозрачный сироп. Наносить горячую глазурь при помощи кисти быстрыми движениями и следить, чтобы она ложилась тонким слоем на пряник. Оставить пряник сохнуть при комнатной температуре, и уже через 10-15 минут поверхность пряника получится слегка матовой. В углублениях появятся легкие белые пятнышки. Но к новогодним праздникам мне нравится использовать белковую глазурь. Она создает красивый эффект, как будто пряники припорошило снегом. Наносим белковую глазурь на пряники легкими движениями при помощи кулинарной кисти или поролоновой губки. Так как кулинарной кисточки с натуральным ворсом у меня не оказалось, все кисточки силиконовые, поэтому для нанесения глазури я использую кусочек поролоновой губки. Думаю, принцип нанесения глазури вам понятен, поэтому я не буду показывать, как я покрывала глазурью все пряники. Остановимся на одном примере. Пряники получаются очень красивые, и такой пряник не стыдно преподнести в качестве сладкого сувенира родным и близким или даже коллегам на работе. Ведь индивидуальность сегодня ценится как никогда, и хочется, чтобы подарок был особенным, а не купленным в торопях в супермаркете. Печатный пряник, сделанный собственными руками, станет прекрасным подарком, и ему будут рады все, и взрослые, и дети.
Приготовьте и вы печатные пряники по этому рецепту, порадуйте себя и своих близких. А я желаю вам приятного аппетита и хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Искренне желаю простого человеческого счастья, родных людей рядом, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Именно о таких маленьких радостях люди забывают в предпраздничной суете, а ведь эти моменты бесценны. Пусть в наступающем году исполнятся самые заветные желания, а Дедушка Мороз подарит то, о чем мечтается: успеха, вдохновления и праздничного настроения в новом 2023 году, друзья. Готовьте с любовью и не бойтесь экспериментировать на своей кухне. А мы с вами уже встретимся в новом 2023 году. До новых встреч, друзья!